Привет, Арми. У меня есть несколько слов, которые я хочу сказать, и моя цель – объяснить произошедшее ясно и понятно. Естественно, что не все согласны, каждый имеет право на собственное мнение, это моя точка зрения, и она не изменится. Речь не идет о нападках на кого-либо, скорее, речь идет о рассмотрении фактов, отношения и последствий в контексте, который многим фанатам уже знаком. Прежде всего, важно прояснить один фундаментальный момент. Я люблю музыку BTS, и их многолетняя упорная работа была интенсивной и последовательной. Ни одно из их достижений не было бы возможно без дисциплины, командной работы и прочной групповой динамики. Также важно признать роль Намджуна как лидера, фигуры, которая долгое время олицетворяла стабильность и направление внутри группы. Этот период стал важным поворотным моментом. Однако динамика изменилась, и в этом новом сценарии Taekook снова оказывается в центре конфликта, который они не создавали. Схема повторяется. Сегодня в центре внимания Jungkook, завтра Taehyun, оба изолированы, подвергаются критике и переходят от одного спора к другому без каких-либо веских оснований. Значительный момент возник благодаря недавним фотографиям. Увидеть всех 7 участников на совместной репетиции стало позитивным опытом. Для многих фанатов было радостью увидеть Taehyuna и Jungkook вместе на экране после столь долгого перерыва. Несмотря на низкое качество снимков, фотографии все же демонстрировали естественную координацию и близость, что долгое время характеризовало их отношения внутри группы. После этого произошел сдвиг, изменивший общее восприятие. Намджун опубликовал более интимную фотографию, сосредоточившись исключительно на Jungkook. Этот шаг укрепил существующий нарратив и дал площадку тем, кто продолжал искать конфликт. После этого поста Jungkook снова получил необоснованную критику, хотя он ничего не сделал, кроме выполнения своих обязанностей. Сравнительно, разница между фотографиями, опубликованными Taehyun'ом и Намджуном, очевидна. С нейтральной точки зрения, фотографии Taehyuna передают более расслабленные, открытые намерения и лишены скрытых смыслов. В отличие от них, другие посты, кажется, соответствуют конкретным целям в рамках давно продвигаемой кампании концепции, особенно в контексте продвижения развлекательных шоу. Решение следовать примеру компании напрямую повлияло на восприятие Taekook. Дело не в том, что их отношения изменились, дело в том, что они стали более позитивными. Скорее, это произошло потому, что отношения были отодвинуты на второй план или использованы по мере необходимости. В этом месте важно остановиться и прояснить то, что часто упускается из виду. Jungkook не действовал с полной свободой, он был связан контрактами, обязательствами и профессиональной ответственностью. Он не принимал все решения самостоятельно, обвинять его в том, что он просто выполнял свою работу неправильно. Помимо ненависти и критики, одно остается неизменным. Отношения между Taehyun'ом и Jungkook'ом не строились на речах, публичных заявлениях или маркетинговых стратегиях. Это отражалось в повторяющихся действиях, постоянстве во времени и моментах, которые не были натянутыми. Именно поэтому для многих фанатов Taekook остается самым подлинным. Некоторые воспоминания трудно переосмыслить, но со временем они становятся важными, потому что помогают нам понять истинную глубину связи. Некоторые моменты не объясняются словами, а выражаются жестами, решениями и молчанием. Именно это произошло 2 года назад, когда Taehyun отправился на военную службу. Для многих тот день был печальным, но то, что было очевидно между ними, выходило далеко за рамки простого публичного расставания. С самого начала признаки были ясны. Селфи Taehyun'а без рубашки, сопровождаемое сообщением «Щон прежде всего, береги себя завтра», ознаменовало начало значимого и трудного прощания. В тот день Jungkook вел себя иначе, чем обычно. Он ни на секунду не отходил от Taehyun'а, всегда был рядом, как будто оставшееся время было очень ограничено. Самой поразительной деталью было то, что он не носил маску, что случалось крайне редко. Выражение его лица, поза и взгляд на Taehyun'а свидетельствовали о полной сосредоточенности, ничем не отвлеченности и отсутствии попыток скрыть свои эмоции. Их физическое состояние также говорило само за себя. Опухшие губы и явная усталость подтверждали мысль о том, что предыдущая ночь была непростой. Не было необходимости что-либо додумывать, кроме очевидного. Они переживали тяжелое расставание со всеми его эмоциональными последствиями. Когда солдаты прощались со своими семьями, Taehyun действовал инстинктивно. Он выследил Jungkook'а в толпе и бросился к нему.
Реакция Чингука была спонтанной. Он крепко прижал Тэхёна к своей груди и нежно погладил его по голове, защитный жест, который сам по себе красноречиво говорил о значимости момента. Когда Тэхёну наконец пришлось уйти, выражение лица Чингука говорило само за себя. Смесь беспокойства, предвкушения разлуки и неприятия расставания. Этот момент воплотил смысл разлуки, которая не оставляла другого выбора. На следующий день, во время призыва Чингука, ситуация мало чем отличалась. Его опухшие глаза и замечания о недосыпании подтверждали, что разлука все еще была тяжелой. Следующие 18 месяцев могли показаться долгими для наблюдателей, но гораздо дольше для тех, кто пережил их лично. Чингук не из тех, кто выражает все словами. Его стиль общения чаще отражается в действиях, жестах и мелких деталях. Для тех, кто давно следит за динамикой отношений Тэхёна и Чингука, эта закономерность легко узнаваема. Не все нужно объяснять буквально, когда сохраняется последовательность. За внешним шумом остается неизменным одно. Отношения Тэхёна и Чингука не были созданы для публичного показа, они проявлялись через повторяющиеся, естественные и последовательные действия. Именно поэтому для многих фанатов Тэкук остается настоящим и подлинным. Часто упускается из виду тот факт, что стандарты оценки внутри фандома не всегда применяются одинаково. Один и тот же жест, один и тот же взгляд или похожие проявления внимания могут быть истолкованы совершенно по-разному в зависимости от того, кто это делает. Когда взаимодействие касается Тэхёна и Чингука, реакция часто выражается в подозрении, отрицании или чрезмерном анализе, как будто каждую деталь нужно разобрать и доказать заново. И наоборот, когда почти идентичная ситуация касается другого участника, особенно Чимина, повествование меняется. Взаимодействие немедленно принимается как нормальное, искреннее, даже идеальное, без необходимости дополнительных доказательств. Эта разница в реакции поднимает обоснованные вопросы о том, действительно ли мы наблюдаем за происходящим или же интерпретируем все через призму личных предпочтений и предвзятых представлений. Важно подчеркнуть, что речь идет не о сравнении или противопоставлении отношений. Каждая групповая динамика имеет свою собственную форму, язык и способ самовыражения. Ни одни отношения не являются более обоснованными, чем другие. Суть дискуссии заключается в последовательности суждений, поскольку многие модели поведения, которые подвергаются сомнению в одном контексте, принимаются без сопротивления в другом. В целом, участники BTS взаимодействуют похожим образом. Они делят пространство, поддерживают друг друга и проявляют привязанность по-своему. Разница заключается не в том, что они делают, а в том, как публика реагирует на это. Понимание этого помогает нам увидеть ситуацию с более ясной перспективой, без необходимости навязывать выводы. Отношения между Тэхёном и Чингуком не требуют чрезмерной защиты и не нуждаются в подгонке под определенный нарратив. Они основаны на последовательности, преемственности и естественном способе, которым они поддерживают их с течением времени, не через громкие заявления, а через мелкие, повторяющиеся детали. Для поклонников Тэкука важно не создавать драматические сюжеты или игнорировать другие отношения в группе. Важно признать то, что уже было видно, что повторяется и что остается неизменным, несмотря на меняющийся контекст. Этот баланс часто теряется в онлайн-дискуссиях. Именно здесь кроется ясность. Когда мы перестаем пытаться контролировать повествование и начинаем честно наблюдать, картина становится проще. Тэхён и Чингук никогда не продают свои отношения и никогда не отрицают их, они просто живут ими, тихо, последовательно и без требования внешнего подтверждения. В конечном счете, не все нужно объявлять, не каждую связь нужно обозначать, и не каждый смысл нужно переводить в слово. Некоторые отношения просто доказываются через преемственность, через небольшие решения, принимаемые снова и снова, даже когда камеры выключены. Среди шума мнений, критики и внутренних конфликтов в фандоме, для тех, кто внимательно следит за происходящим, остается ясно одно – отношения между Тэхёном и Чингуком определяются не одной фотографией, одним постом или одной точкой, а длинной чередой взаимосвязанных действий. И, возможно, именно поэтому для многих Тэкук остается настоящим. Не потому, что об этом постоянно говорят, а потому, что они никогда не перестают быть самими собой, даже когда мир пытается представить их в разных ролях. В этом и заключается смысл всего этого. Не убедить кого-либо, не выиграть спор, а напомнить, что не все важное нужно обсуждать. Некоторые вещи просто понятны, уважаемы и им позволено развиваться.